Всем привет! Почему-то оно не ту трансляцию запустило, а другую. Так, сейчас напишу там. Так, вот сюда. Трансляция началась в новом окне. Так, всем привет, всем привет. Никого нет, наверное. Такого у меня еще, наверное, и не было. Так, то я удаляю. Интересное кино. Так, это я удаляю. Это почему-то у меня не заработала та трансляция. Так, а как теперь ее сейчас убрать? Говорит, ждем пользователя. Сколько они ждать собираются? Так, меня тут видно, вообще не видно. Всем привет. Что-то, наверное, не очень видно. Пытаюсь ту убрать, чтобы люди сюда начали переходить. Там почему-то не дало запустить. Проблемы Ютуба. Так, сейчас то уберу видео. Тот канал. Так, прямые трансляции. Может быть, сюда сейчас начнут люди переходить. Там почему-то не может кодека найти, хотя все те же самые настройки здесь запустились нормально. Вот интересно, что такое. Вот, сейчас в прямом эфире написано. Вот. Это все трансляции. Так, трансляции веб. Наверное, той уже нету. Ну ладно, короче говоря, того, наверное, видео нет уже. То, которое было в анонсе, оно у нас почему-то обрезалось. Ну ладно. Значит, будем отсюда, не знаю, какой-то глюк Ютуба, начал делать видео, оно написало, ну, точнее, начал открывать трансляцию, оно мне написало, что кодек нельзя подобрать. Причем, привет, так, Константин, приветствую, да. Вот, и YouTube что-то начал писать, что не могу найти кодек. Я уже пытаюсь, тут минута осталась до начала видео, я пытаюсь один кодек подобрать, другой, третий. То, что оно предлагает, и оно все сохраняет и говорит, что нету кодека. Ну, как-то вот так вот. YouTube резко меня подставил перед началом, в общем-то, самого видео. Ну да ладно. Это по-большему не главное. Думаю, всех хватит ума перейти сюда с того ролика анонса, который был в видео. Может, оно и сюда сейчас перекинуло, не знаю. Честно говоря, но это, я думаю, разберемся уже детали. Так, ну, у нас, значит, уже время есть, да, 19:07, уже время начала самого этого, скажем так, стрима. В первую очередь, я вижу, люди начали собираться. В самую первую очередь хотел бы очень сильно отблагодарить тех, кто поучаствовал, значит, в том, чтобы поставить новый винчестер мне ноутбук. Понятное дело, этого не хватило, но очень сильно помогло. Очень сильно помогло. Сейчас у меня на 1,5 терабайта стоит SSD-шный винчестер в ноутбуке, с него сейчас делаю видео. Кстати, может быть, из-за этого кодеков и не было, что Windows переставлял, все переделывал. Но это как бы тоже детали. Да, как я и обещал, значит, тех, кто поучаствовал, вплоть даже 1 копейку, если кто перевел, все в списке есть у меня. Значит, для вас есть один маленький бонус, какой я скажу чуть позже. Итак, значит, сразу несколько нюансов, которые хотел рассказать. Привет еще всем, кто подходит, значит. Есть у нас такая вещь, как
помощь по Вайберу, WhatsApp, по Телеграму, кстати, да, на Телеграм, на канале, вот там вот в правом верхнем углу, когда открываем «Отключите мобилайзер», мой канал, там справа ссылочки, где есть, там есть справа ссылка на Telegram. Если у вас Telegram работает, в общем-то, заходите, там целая группа у нас, пока только 20 человек только началось, ну, народ собирается, тоже иногда интересно побеседовать. Значит, личные консультации, понятное дело, Viber, WhatsApp. Кстати, да, меня слышно вообще нормально или не очень? Напишите там в комментариях, слышно, не слышно, видно, не видно. То, честно говоря, с этим кодеком, не знаю, может, я один говорю и видно, как я вот махаю рукой и рот открываю, а может, меня и не слышно. Вот, напишите вот там вот в комментариях сбоку, или это для вас с этой стороны нормально, отлично. Значит, продолжим. Значит, периодически люди спрашивают, понятное дело, по видео, не всегда понятно по видео именно, ну, может быть, где-то упустил какой-то момент, где-то, если зритель смотрит, не замечает, может быть, какой-то момент, где, ну, допустим, про те же отключения мобилайзеров идет разговор, или про, ну, диагностику, может быть, какой-то тюнинг в машинах, ну, видео, грубо говоря, которое есть у меня на канале. Может быть, я что-то не учел, не сказал. И, в общем-то, человек, который хочет узнать, ну, разобраться в этом вопросе, всегда пишет Viber, WhatsApp, ну, не всегда, в общем-то, можно писать. Понятное дело, если косяк мой, я что-то где-то не договорил, забыл сказать, то я об этом расскажу. Если что-то банальное, непонятно, ну, простой вопрос, не надо вбивать в голову, то тоже расскажу, я за это денег не прошу, ну, поймите меня, пожалуйста, тоже. Бывает иногда человек спрашивает, задает настолько банальные вопросы, это настолько, реально скажу, выносит мозг, спрашивает, начинает, ну, чуть ли не, какой воздух надо забивать в колеса. Надеюсь, понимаете, о чем я, да, более-менее. Где стоит микросхема? Сказал, в каком углу, в каком месте, например. Подсказал человеку, если не видно там на видео, или просто спрашивают. Начинают выпытывать, а вот как это сделать, а как это сделать, а как это сделать. Ну, поймите меня, ну, тоже про ту же диагностику. Ну, бывает, человек спросит, как сделать, допустим, ну, проверить этот блок, посмотреть это, объясняешь. Когда видишь, что человек вообще в этом, вообще не секет, не понимает, о чем разговор идет, он начинает выпытывать, а вот скажи это, а вот скажи это, а вот скажи это. Ну, поймите тоже, мне надо работать, в общем-то, семью кормить. Поэтому вот просто заниматься целыми сутками тем, что объясняю банальные вещи, которые и так, в общем-то, понятны многим, раз, грубо говоря, полез уже отключать иммобилайзер или делать диагностику, ну, по-большему надо хотя бы понимать основы какие-то. Я ж паяльник не могу держать на расстоянии там через экран и всю эту работу выполнять. Это если совсем по-простому говорить. Поэтому давайте, может быть, договоримся так. Если какой-то, ну, вопрос простой, понятный, то есть, ну, непонятно, допустим, где стоит микросхема или маркировка микросхемы, какая она может быть, там, допустим, аналоги, там, B58, там, C24, 24, C02, там, или 24, C04, заменяемость этих микросхем, спрашивайте. На эти вопросы отвечу без проблем, отвечу абсолютно бесплатно, денег за это брать не буду. Но если начинается уже, ну, наглое допытывание такие, что расскажи, а вот как это, а вот как это, а вот как это. Ну, ребята, давайте будем тогда за это меня тоже благодарить. Я трачу свое время, которое могу, ну, это я имею в виду про вопросы в Вайбере, WhatsApp, то есть вот именно такие технические какие-то вопросы, когда их становится слишком много. Давайте меня за это благодарить тоже каким-то образом, потому что я трачу свое рабочее время. Извиняюсь, что, конечно, видео такое немножко резкое, но поймите меня правильно. Да, кстати, один из бонусов тем, кто помогал с винчестером, спрашивайте. Вас этот пункт не касается абсолютно. То есть никаких денег. Вы уже помогли мне, помогли абсолютно не ради какой-то своей личной выгоды, просто человеческий поступок сделали. Ну, я тоже буду человеком, как говорится. Если у вас какие-то вопросы даже сложные появляются, спрашивайте. Вам помощь абсолютно безвозмездная. Далее, значит, возвращаемся к нашим енотам.
Если у кого-то возникают какие-то вопросы, если кому-то необходимо помочь с прошивкой, помочь пин высчитать, там, допустим, чипануть какой-то блок, помочь, EGR отключить, сажевик, абсолютно без проблем, обращайтесь. Вайберы, ватсапы, приветствую, C4R, Fest Garage, привет, привет, привет. Вот, обращайтесь, всегда всем готов помочь. Еще раз скажу, то, что делается быстро и просто, за это никаких денег брать не собираюсь. Привет, Гикан, Чес. Если вдруг, привет тоже, Олег, и Ванников, приветствую. Вот, если вдруг какие-то вопросы все-таки технически довольно сложные, на которые мне необходимо... О, Борисов, приветствую. Значит, если вопросы, которые требуют моего длительного внимания, Заур, приветствую тоже, то уж не обессудьте. В общем-то, буду брать какую-то определенную сумму в чатах за, ну, вот именно помощь. Да, еще то, о чем я обещал, о каком-то интересном бонусе. О, а здесь я не понимаю, честно говоря, иероглифов. Вот, есть у меня такая еще вещь, называется винчестер переносной. Это не тот, конечно, который я приобрел сейчас на помощь канала. Это винчестер на 5 терабайт. А знаете, что на нем у меня лежит? На нем у меня лежит огромная база по прошивкам, по чипованным прошивкам, по нечипованным прошивкам стоковым, по иммобилайзерам и куча всякого полезного. Как я обещал ранее, я все же расскажу. Сейчас собираюсь открывать сервер в интернете, где вся эта база будет выложена, и доступ к этой базе, в общем-то, будет предоставлен. На каких условиях, на условиях кому и как, пока этот вопрос решается, ну, в общем-то, скажу одно. Ой, уважаемый, я не понимаю ваших иероглифов, честно говоря, абсолютно. Ну, вы либо, может быть, не пишите, либо пишите нормальными буквами, которые тут понимает большинство, либо я вас сейчас все-таки отправлю в бан. Вот, значит, вернемся к нашим енотам. Как я и говорил, те, кто участвовал, значит, в поддержке того винчестера, который стоит в этом ноутбуке, по которому сейчас мы снимаем этот стрим, те также получат конкретный бонус по доступу к вот именно этим данным, которые сейчас здесь задублированы у меня. Это все будет выложено в интернете, как я говорю. Что, непонятно, уже по-английски что-то пишут, ладно. Значит, поцелуи какие-то. У нас не тот канал, наверное, что-то попутали. Вот, наверное, слово, которое на английском знают. Значит, об чем я? Да, те, кто участвовал, получат какой-то определенный бонус. И, пожалуйста, маленькая просьба просто. Вернемся опять же к теме. Привет, Алексей. Значит, вернемся к той теме, о которой мы говорили ранее, о поддержке по Вайберу, по WhatsApp. Значит, что меня в первую очередь сповергло к тому, чтобы сделать этот стрим? Больше, наверное, самое тяжелое, ну, вот именно то, что подействовало больше всего, то, что человек, когда абсолютно, вот бывает, не понимает в теме, абсолютно не понимает, и начинает у меня выпытывать, я пытаюсь сказать, пытаюсь объяснить, значит, решение этого вопроса, который он спрашивает. Он вообще не в зуб ногой в этом бывает. Такие, ну, встречаются люди. Я понимаю, это просто не его профиль работы, это не его вина. Он, ну, просто не его дело, не его работа. Он не обязан это знать. Но этот человек начинает меня требовать, как будто бы я ему просто обязан это рассказывать. То есть вот должен к нему прийти и начать рассказывать. А вот ты вот это так сделал, а ты вот это вот так. Причем зачастую оказывается, что даже когда этого человека подводишь к уже финишу, он понимает, что ему надо сделать прошивку, он начинает эту прошивку просить в рассрочку. Ну, бывает такое, бывает. Поначалу скажу, Георг, ну, тоже, в общем, приветствую, не знаю, честно говоря, как прочитать имя правильно, Георг, наверное, ну, тоже приветствую. Вот, бывает, эти люди начинают выпытывать просто, вот, что я им обязан дать эту прошивку, и куча негатива выливают. Я и так
Значит, правильно я произнес. Ну, вот, значит, вроде и так помогаешь людям, кажется, нормально, а тебя ставят, что как будто бы ты им обязан это делать, обязан давать прошивки абсолютно бесплатно. То есть, ну, вот как-то так, честно говоря, немножко меня это покоробило. Ну, в общем-то, из-за этого решил этот стрим провести. Как вы вообще считаете, может быть, пишите там в комментариях, прав я, не прав я в чем-то, может быть, если вы считаете как-то иначе, у вас есть своя точка зрения, обязательно об этом сейчас напишите. Ну, мне тоже интересно узнать, в общем-то, ваше мнение. Если уже стрим закончится, когда это будет, вы посмотрите это видео, то пишите внизу в комментариях уже потом под этим стримом. Ну да, вот выбор. Мне кажется, что все-таки, я не говорю о том, что собираюсь деньги брать за все, так далее. Видеоролики, которые были бесплатные, которые были с какими-то секретами, они будут продолжаться. Они будут выходить на канале, за них денег никаких я брать не собираюсь, как и раньше. Если кому-то нужен какой-то вопрос, который он не понял в видео, в котором я снимал, или появляется какой-то свой, ну, может быть, какой-то мелкий вопрос, технический, такой простой, тоже спрашивайте, за это никаких денег я брать не собираюсь. Но если начинается уже конкретное выпытывание, там, вплоть до того, ну, например, далеко чего ходить, недавно человек попросил сделать диагностику на расстоянии. Я не против, человек сам предложил это отблагодарить. Мы через программу, господи, как она называется-то, через TeamViewer соединились с его компьютером, у него было диагностическое оборудование, мы подсоединились через его диагностическое оборудование, через TeamViewer к его машине и замечательно, в общем-то, сделали диагностику, установили все причины. Причем это уже в последнее время не один раз, люди сами предлагают, в общем-то, меня за это отблагодарить. Так, не надо мучить себя, просто скажи, это не для тебя, и думаю, нормальный человек поймет. В смысле, ну, если человек спрашивает, нормальный человек-то да, но бывают, спрашивают, не знаю насчет нормальности людей, но выпытывают просто, вот я говорю, как будто бы я обязан. Ну, не хочу никого упрекать ни в чем, но, допустим, было видео у нас недавно, абсолютно недавно, человек там написал, а что ты ту программу не использовал для этого, а чего эту? Ну, на самом деле в тот момент еще винчестер не стоял на том ноутбуке, а на том ноутбуке, на котором я делаю диагностику, либо отключаю, ну, я не ставлю посторонних программ, которые не относятся никак абсолютно к именно выполняемой работе. Добрый, вот, сволочь, добрый вечер. Вот, я просто не ставлю туда программы, а человек начинает упрекать, что у меня столько клиентов, что я сам не пошел купил винчестер. Ну, вот я, получается, просто попросил людей, подписчиков канала, с которыми я делюсь, в общем-то, своей информацией, если кто-то не против, просто помочь, поддержать. Я же не говорю, там, скидывайтесь, а то больше никаких видео не будет. Нет, конечно, видео дальше будут. Я же никого не ограничиваю ни в чем. Просто предложил кому-то помочь. Человек начинает меня упрекать, что у меня куча своих клиентов, что я сам не пойду куплю за свои деньги. Ну, что он смотрит канал-то вообще тогда? То есть он получает здесь какую-то информацию. Ну, просто взял, да, отблагодарил, вместо того, чтобы меня упрекать. Ладно, поменяем немножко тему. Только что-то жалуюсь. Вообще самому как-то становится не совсем интересно жаловаться все время. Вот, значит, вернемся к нашим видео. Так, ни в коем случае никто никого не может принудить к чему-либо. И поделиться опытом с коллегами, новичками, в принципе, можно. Да. Да, все правильно сейчас пишете. Я ж, ну, не хочу никого заставлять. Да, в планах такого не было. Просто попросил помочь. Кто смог, тот помог, кто пожелал. Ни в коем случае никого не виню. Ни в коем случае никого не виню, кто не помог. Кто-то не смог, может быть, хотел. Кто-то просто не хотел. Разные ситуации. Это жизнь каждого, желание каждого. Я все равно, как говорил ранее, буду делать дальше видосы, в которых буду делиться информацией. Просто для тех, кто помог, как я и говорил ранее, будут, в общем-то, некоторые бонусы дополнительные перед остальными. Ну, никого, опять же, не ставлю выше-ниже, ну, просто человеческое отношение, как говорится, отблагодарю людей. Ну, в общем-то, такая картина. Значит, что я хотел бы сказать еще раз, ну, возвращаясь к нашим енотам, значит, значит, если нужны просто какие-то вопросы,
Да-да-да, в принципе, правильно говоришь. Значит, если у кого-то какие-то вопросы, ну, кто-то что-то не понял в видео, спрашивайте, смело спрашивайте. За это никаких претензий, никаких этих самых. Под видео можете спрашивать в комментариях, можете в Вайберы, WhatsApp, можете в канал Telegram писать, как я еще раз говорил, там вот ссылочка, наверное, с этой или с этой стороны у вас, я не знаю, с какой стороны будет, вот название канала, когда главная шапка, и вот справа здесь ну, ссылка на Telegram, там много кто собирается, в общем-то, ну, немного, пока 20 человек, но я думаю, соберется еще народ. Ну да, 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 все правильно говоришь. Кто хотел, тот помог. Как бы это просто желание, это просто желание людей. Вот, опять же, вернусь, немножко отвлекся. У кого какие-то вопросы, спрашивайте. Если что-то непонятно в видео, можете внизу спрашивать. У кого личные вопросы какие-то по своим личным машинам, спрашивайте. Все вопросы решаемые. Каких нету видео, значит, по каким машинам, может быть, какая-то информация у меня, за которую я сам плачу деньги для получения тех же прошивок, просчет контрольных сумм. Вариантов целая куча. Опять же, те же эмуляторы, которые ну, проходят через меня, скажем так, это все также реализовывается. Если кому-то что-то надо, если я этого не делаю через видео, если с какой-то информацией не делюсь, то, в общем-то, стрим на тему помощи по Вайберу, по Ватсапу и так далее. Ну, в общем-то, такая смешанная тема, ничего конкретно, в чем-то конкретном зацикленного. Вот, значит, спрашивайте, спрашивайте, еще раз спрашивайте. Если надо какая-то именно конкретная помощь в той же диагностике на расстоянии, конкретные какие-то консультации, что вот у меня машина работает так, а что может быть, а куда стоит посмотреть. Если там банально я направил в каком-то направлении, куда стоит посмотреть, то за это денег я тоже брать абсолютно никаких не собираюсь. Может быть, не ответил на этот вопрос сразу, как только написали, там прошло какое-то время, появилась там минута свободная, я ответил на этот вопрос. Но если начинается уже именно когда необходимо насчет блока EDC-15M в Вайбере, не было. Или я ответил на вопрос? Наверное, не заметил. Наверное, не заметил, если честно. Если не тяжело, напишите еще раз. Если я не ответил на этот вопрос, наверное, просто проворонил. Я отвечу после стрима обязательно на этот вопрос через Viber. EDC-15M, да, с этими блоками, ну, поговорим уже более детально. Вот, возвращаясь к нашим енотам. Так, сегодня мы в Viber. Ага. Вот, спрашивайте. Если начинается уже какая-то... Ну, да, я извиняюсь, я, наверное, просто проворонил чем-то или чем-то очень сильно занял был, что не заметил этого сообщения, потому что перед тем, как, ну, я телефон перед стримом выключил, чтобы не отвлекало, там не было. Наверное, я просто невнимательно посмотрел, обязательно посмотрю потом. Или еще раз напишите, чтобы я увидел от вас сообщение. Вот, вернемся к нашим енотам. Значит, если у кого-то какие-то, ну, такие технические вопросы плотные появляются, когда надо помогать, поддерживать через тот же TeamViewer, может быть, помочь на расстоянии сделать диагностику или что-то, провести какую-то процедуру, адаптацию, кодировку, если у вас, допустим, есть свое оборудование или нету, даже вплоть до той же ELM 327 тоже можно решать какие-то вопросы, помогать. Если необходима помощь, ну, консультация бесплатная, всегда, пожалуйста. Но это по мелочи, то есть вот именно такое. Если необходимо, как я говорю, плотно о чем-то рассказывать, делать прошивку какую-то, делать отключение иммобилайзера. Ну, понятное дело, эмуляторы я абсолютно бесплатно тоже отправлять не собираюсь, так как за них сам деньги тоже плачу. То это будет, в общем-то, какая-то сумма за это браться. Понятное дело, когда этот самый база данных по прошивкам будет в интернете, об этом я тоже скажу все отдельно. Дополнительно сделаю еще тоже видео, в котором об этом расскажу, но эта процедура уже, наверное, где-то будет после Нового года. Сейчас пока пишется сам сервер, который будет раздавать, на каких условиях это все решается, поэтому до Нового года пока это еще в таком плавающем состоянии, но, как говорится, не в плавающем, а готовящемся к взлету. Ну, когда оно будет, надеюсь, не так затянется, как открытие курсов. То что-то уже затянули уже, наверное, на полгода.
с этими всякими заморочками. Вот, возвращаясь к нашим енотам. Про TeamViewer сказал, про прошивки сказал. Так, добрый вечер. Вопрос по ИМА. Слил дамп, сохранил и залил. Новый, пустой, залил FF. Значит, больше не будет требовать ключ от ключа. Ключ потребовал, спасибо. Рено Меган 2. Давайте, может быть, про эти вопросы все-таки Viber и WhatsApp. Я не думаю, что тем, кто сейчас в стриме, ну, может, сделаем отдельный стрим про отключение мобилайзеров. Просто всем, наверное, в стриме лично ваш вопрос может быть не совсем интересен, поэтому Viber, WhatsApp, само собой, если видео про этот блок уже было, я вам помогу абсолютно безвозмездно подсказываниями. Если надо что-то остальное, то мы с вами обсудим. Ну, сначала, я думаю, будем беседовать бесплатно, понятное дело. Собственно, вот такая вот картина, если говорить по-простому. Всегда иду навстречу со всеми, поэтому смело пишем в вайберы, смело пишем в ватсапы. Так, не могу установить дрова, что нужен ключ, которого нет. Как быть? Вот, про карпроги отдельно хотел бы сделать пометку. Значит, так, отклоняемся немножко в сторону. Давайте расскажу тогда сейчас по карпрогам, потому что, наверное, уже человек 5 или 6 спросило, ну, что не могут разобраться. Значит, рассказываю. Если по этой ссылке у китайца покупаете, там, значит, есть второй экзешник, название я его не помню, называется не CarProg. И обязательно вот lib файл с расширением lib обязательно должен находиться в папке там, где и экзешник, чтобы они поняли друг друга. В первую очередь ставите драйвера, после установки драйверов подключать сам CarProg, делать автоматическое обновление драйверов, подключаете. После этого перезагружаете компьютер. После перезагрузки компьютера опять подключаете CarProg и запускаете файл не CarProg версия такая-то, а там внизу под уже самим этим файлом другой есть экзешник файл. Вот именно его надо запускать. Там была регистрация, но это опять же зависит от того, какую версию вы запускаете. Давайте так, да, сделаем отдельный стрим по ИМА, по CarProg. Ну, я надеюсь, я понятно объяснил. Может быть, еще, да, некоторым отправляют еще ключ дополнительный. Ну, вот этот файл lib, который, если его вдруг нету, обязательно требуйте у китайца. Это вот именно этот ключевой файл, и он обязательно, просто обязательно должен совпадать с номером самого CarProg. Вы, когда запускаете программу саму, у вас снизу в левом углу написан номер CarProg. Ну, его, который серийник пробит в нем. И вот этот файл lib должен соответствовать его названию. То есть не вы должны вручную его переименовать, такое название. Там, потому что внутри и код разный стоит, и контрольная сумма, которая соответствует именно тому номеру, который серийный номер CarProg. Вот этот lib файл должен соответствовать. Обязательно, если вдруг какое-то несоответствие, требуйте у китайца, он должен вам обязательно в этом плане помочь. Вот такая вот картина. Это если вдруг у вас не получается с этим lib-файлом разобраться. По ИМА обязательно сделаю отдельный стрим. Я сейчас на 2 недельки уезжаю тут по другим делам, по своим вопросикам некоторым, значит, поэтому видео будут выходить, стримы я не знаю, если только, может быть, приветствую Болгария. Вот, стримы, если будут выходить, то, может быть, на отвлеченную тему, потому что я буду, ну, не совсем близок к машинам, хотя, может быть, иностранные машины тоже мне попадутся, хотя я чувствую. Так, можно ли CAN-клипом считывать и прописывать новые ключи на модели Renault? Могли бы вы рассказать по данному вопросу? Да, обязательно расскажу. CAN-клипом можно это делать, но для того, чтобы это делать CAN-клипом, вам нужен еще пин-код из этой машины. То есть самого CAN-клипа для этого маловато. Он пины не выдирает. Если имеете пин-код, то можно сделать. Пин-коды для разных Renault вырываются различными способами. Ну, давайте об этом обсудим. Готовьтесь уже на том стриме, который будет именно по иммобилайзерам. Ну, я думаю, еще сделаем и по ключикам отдельно стрим. Отдыхать нет. Ну, так, можно сказать, смешанно отдыхать. Работу смешиваю с отдыхом и еще.
Вот, но об этом я вам попозже расскажу, наверное, после уже поездки. Ну, может, во время поездки расскажу. Так, CarProg пишет ключи. CarProg, да, на некоторые машинки он это делает. Там в списке, в общем-то, закладка есть Immobilizer, и, в общем-то, в ней видно под какие. Но там, честно говоря, охват довольно небогатый у CarProg, поэтому как панацею его использовать я бы, наверное, в этом плане не посоветовал. То есть он как часть, одна часть вот именно этого рабочего комбината, можно сказать. Одного программатора никогда не бывает достаточно. Вот, кстати, некоторые спрашивают, какой программатор купить. Одного программатора никогда не бывает достаточно. Любой программатор, который у вас есть, у меня, ну, целая пачка программаторов, даже старый Pony лежит, Pony Prog. Ну, а вдруг когда-нибудь понадобится? А вдруг что-то из нового не возьмет что-то, что делает Pony? А вдруг у меня новый программатор в неподходящий момент выйдет из строя, а Pony вдруг эту микросхему делает? Так что, да, как дополнение к остальным, абсолютно правильно. То есть нет универсального программатора, но, вот, допустим, далеко чего ходить. Мне вот сегодня был в отъезде, Opel одного оживлял, Зафирка старенькая вроде, надо было пин одернуть, а там ТМС стоит, C702, а у меня с собой только апельсин был, кажется, ну, оранж 5. Кажется, насколько универсальная штукенция, а там нету. Вот так вот. Правда, нашел, конечно, там в апельсинчике функция есть полезная. Напрямую можно без выпайки ТМС-ки было дернуть пина, но это уже дополнительно другая история. Вот такая вот картина. Так что универсальных программаторов нет. Да, абсолютно правильно, как дополнение к остальным. Так, наверное, давайте сегодняшний стрим очень длинным не будем делать. Главное, расскажу еще раз. Не стесняйтесь, спрашивайте. За вопросы деньги я брать не собираюсь. Если вопросы простые, все понятно, просто что-то не поняли, что-то, может быть, я непонятно объяснил, можете спрашивать внизу под видео, под тем, под которым это было, где что-то не поняли. Я не говорю, что я рассказываю все мега понятно. Спрашивайте, все расскажу, все абсолютно расскажу. Значит, если это касается видео, если это касается каких-то других вопросов, тоже спрашивайте. Если что-то по-быстрому, все расскажу. Если что-то, денег даже за это брать не буду, как и раньше. Если надо какая-то помощь конкретно через TeamViewer, прошивки какие-то нужны, не сток, понятное дело, если вы меня попросите там банально сток, которым завалено пол интернета, грубо говоря, может не пол интернета, стоковая какая-то прошивка, которая, ну, через меня проходила, у меня есть. Я вам ее тоже бесплатно дам. За это деньги брать, ну, это не моя работа, это не мой труд. Я за это деньги брать не могу в принципе. Это производителей труд. Раз они эту прошивку сделали для этой машины, вот она есть стоковая. Если она у меня есть, пожалуйста, за это деньги я брать с вас не собираюсь, если попросите. Собственно говоря, так, да, и как я говорил, в Телеграмку не забывайте подписываться. Значит так, продолжим. Если вам надо, отключите мобилайзер, не простое что-то. Если там, грубо говоря, что-то имокиллером этим банальным делается, я вам скажу, вот, бесплатная программа, делайте сами. Я с вас тоже за это деньги не буду брать и время свое тратить на это не буду. Потому что это не надо ни вам, ни мне. Вы быстрее сделаете, вы больше будете смотреть мой канал. Мне это больше интересно как зритель, который заинтересован в моем видео, во мне как в авторе канала. Вот, если вдруг что-то, конечно, надо делать мне самому, те же какие-то у меня затраты, мне надо время свое потратить, как я говорю, через тот же TeamViewer диагностику сделать, адаптацию какого-то блока, пересчитать пин какой-то надо, сделать какую-то такую более сложную работу, допустим, есть у вас прошивка, пин вы не можете посчитать, во FreeSoft ничего его не считает, пожалуйста, обращайтесь, это я тоже помогу. Некоторые машины можно по ВИН-номеру считать, но одно маленькое но, если вдруг будете по ВИН-номеру хотеть просчитать пин-код, имейте в виду, что в этой машине уже могли поменять пин-код кто-то из мастеров, в этой машине уже может стоять не родной комплект блока управления и мобилайзера, поэтому по ВИН-номеру относитесь довольно скептически, если пин-код нужен. Может не совпасть. Значит, дальнейшее, что если надо, отключить мобилайзер, если нужны эмуляторы, если нужна какая-то поддержка, обращайтесь. По мере возможного, если не отнимает особо время, помогу абсолютно бесплатно. Если уже
занимает рабочее время, занимает мозги, чтобы заставляли плотно работать, за это уже буду брать вознаграждение. Так, и как по номеру читать трудно? По ВИН-номеру не трудно читать, это доступ к базе официалов. Как, через кого, через что? Военная тайна. Пусть будет так. Вот, это не трудно, сам за это плачу деньги, сам доступа не имею, через кого, куда, что, это другая история. Вот, так, вернемся. Как дополнение. Так, привет, спасибо за отзывы и за коммент. Скажи, чем вытянуть пин из Insignia 2009 EDC-17? EDC-17 по БД. Так, ну я первое, по чем продумал, это X100, второе EDC-17 очень классно дерет у нас абрикос. Fly, тот же ФВДИ, обзор которого и распечатку я делал, просто на ура дерет из них, из EDC-17 пины из 8-7 года. По ценам на отключение мобилайзера универсального нифига вообще нету. Грубо говоря, чтобы понятно было всем, от бесплатно, Алена, приветствую, от абсолютно бесплатно. Значит, ну, если я говорю, что я вам скажу, вот там вот скачайте эту программку, она абсолютно бесплатна. Там, значит, абсолютно бесплатно. Может быть, если мне какие-то надо мозги включать, чуть-чуть по мелочи работать. Ну, грубо говоря, чтобы всем было понятно, говорю общеизвестную валюту от $1. Ну и самое сложное, наверное, что приходилось сейчас делать. Машинка была 17 года. Была машинка, какая не буду говорить, около $700. В общем-то, стало отключение мобилайзера. Сами понимаете, то есть такая разбежка. Если там сложного ничего нет, так зачем много тогда за это брать? Если там сложная работа, надо какие-то эти самые... Так, давайте личные вопросы в Viber и WhatsApp. Начинайте уже конкретно спрашивать для конкретных машин. Я думаю, остальным просто это будет не совсем интересно. Я все расскажу, спрашивайте смело. Пока, правда, телефон, я говорю, выключен, чтобы никто не отвлекал во время стрима. Ну, я его включу. Так что пишите Viber, пишите WhatsApp, все расскажу. Так, хотел бы досмотреть стрим, но надо работать. Так уже и стрим заканчивается, Вот, по-большему рассказал, спрашивайте, пишите. Ни от кого ничего не скрываю, кроме каких-то мега-секретов. Поэтому добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, повторюсь, как всегда, ставьте лайк, если видео оказалось полезным. Пока молния не получится, потому что это стрим, а не монтаж видео. Но уже в следующих видео, так как Винчестер есть, будет монтаж и будет опять молния бить. Вот, еще раз говорю, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, внизу задавайте вопросы, которые у вас возникли в течение этого стрима, ну, личные, под машины, под каждые, касаемо, опять же, да, почему я не хочу называть цены на какие-то отключения мобилайзеров конкретной машины, вот в общем здесь, оно может завтра поменяется. Может какая-то машина сложная, там атомные какие-то суммы, а завтра найдется решение делать вообще за копейки. Я напишу, понятное дело, остальные увидят, скажут, нафига нам за такие деньги большие делать, хотя оно уже будет стоить там через неделю, может, копейки. Поэтому, в общем-то, Вайберы, WhatsApp, Telegram, сверху подписываемся. Вот. Ну, еще раз, до скорых встреч. Пока-пока.